Дорогие друзья, всем привет! С вами компания «Трактористы Нижний Новгород». И сегодня мы хотели бы вас познакомить с финским трактором Valtra, серия Q, индекс 305. Ну и мы понимаем по индексу, что у данной машины мощность двигателя 305 лошадиных сил. Сейчас хотел бы показать снаружи основные узлы и элементы данной машины. Далее переместимся в кабину и посмотрим, что у нас с комфортом и эргономикой для оператора данного трактора. Так, повторюсь, мощность трактора у нас, мощность двигателя 305 лошадиных сил. Здесь установлен мотор AGA Power объемом 7,4 литра. Сейчас мы откроем капот и посмотрим, как там все у нас внутри устроено. Также хочу обратить внимание, что в передней части у нас установлено 16 грузов. Каждый весом 55 килограмм, суммарно это получается более 800 килограмм. Утяжеление на переднюю ось, для того, чтобы можно было работать с навесными орудиями, достаточно тяжелыми. Так, давайте посмотрим, что у нас под капотом. Первое, что нас встречает, это такой большой блок радиаторов. То есть у нас здесь имеется радиатор охлаждения топлива, радиатор кондиционера, интеркулер, радиатор жидкостной системы охлаждения двигателя. То есть вот такой вот достаточно массивный, но очень компактный блок охлаждения всех технических жидкостей, которые в этом тракторе используются. Хотел бы пригласить на эту сторону. Данные пластмассины у нас снимаются вот таким вот образом. Боковые достаточно легко и просто. Сняли боковую пластмасску. Здесь достаточно компактно все расположено с точки зрения инженерного искусства, скажем так, но выполнено все просто бесподобно, на мой скромный взгляд. Генератор, компрессор кондиционера, корпус воздушного фильтра, топливная система, фильтра и большое количество проводов, потому что трактор умный, технологичный, что очень положительно сказывается на продуктивности работы на данном тракторе. Давайте перейдем на другую сторону, посмотрим, что у нас там. Хочу обратить внимание на размерность колес. Передние колеса у нас 540 на 65 R30, задние колеса у нас 650 на 65 R42. С этой стороны мы видим компрессор, воздух, то есть обслуживать данный трактор можно прямо в поле, либо в лесу. Подключаем пистолет для продувки, благо здесь продуманы места хранения и для инструмента какого-то мелкого сопутствующего. То есть выход компрессора я тоже покажу, где находится пневмовыход. То есть спокойно берем там 3-метровый шланг и продувной пистолет и продуваемся прямо на рабочем, на своем месте. Ну и здесь система впуска воздуха и выхлопа в изоляции. Так, здесь мы закрываем. Все пластмассины монтируются быстро. Передний мост у нас на воздушных подушках. Они установлены вот здесь, спрятаны. Плюс также идут амортизаторы. Комфорт передвижения по ровной и неровной дороге очень высокий. Так, сейчас мы закроем капот. Ага, все. Доли секунды я возьму ключ, чтобы показать вот эту часть трактора. Здесь у нас расположен такой большой пластиковый короб, также выхлопная система. И в ступеньках незаметно спрятался вот такой вот замечательный ящичек, в котором электронная система управления, расположены аккумуляторы, указаны места смазки с количеством нормы часов, в какой период все это надо шприцевать, и также схема предохранителя и реле. Здесь у нас знак аварийной остановки, и также вот в этой же дверце она используется как бачок жидкости стеклоомывателя. Интересное решение. Так, предлагаю перемещаться в заднюю часть трактора. Хочу обратить внимание на навеску. Данный трактор может буксировать груз общей массой максимальной 40 тонн. Грузоподъемность на оси именно навески 11,5 тонн. Несколько сцепных вариантов, то есть трактор может эксплуатироваться и в лесной расчистке при работе с мульчером, ротоватором. Плюс система ВОМ позволяет устанавливать лесные мульчеры шириной от 2 до 2,5 метров. То есть тут все зависит от задач и от важности того, в габарите вам нужна машина или нет. Сам трактор полностью габаритный, можно подобрать габаритный мульчер и перемещаться с одной карты
работу на другую, можно подобрать более производительный мульчер, но он уже будет не в габарите, но и это повлияет на производительность. Диаметр измельчения на данной машине с мульчером от 2 до 2,5 метров может доходить до 45 сантиметров. То есть суммарно можем перемалывать древесину диаметром 45 сантиметров. Также, если эта машина будет использоваться сортоваторным оборудованием, то на ней мы можем дать заглубление до 35 сантиметров в землю, уничтожая всю корневую систему, пни, если будет необходимость, то и камни. То есть камни-дробилки тоже можно эксплуатировать. Так, что еще хотел сказать? Обратить внимание на гидравлические выходы, на гидровыходы, пневмовыходы. То есть здесь все продумано и сделано на высочайшем уровне. На мой скромный взгляд, это эталонная машина для работы с мульчерным и ротоваторным оборудованием, потому что у других производителей что-то близкого даже нет. В сельхозке, да, другие производители сильны, но именно под работу с мульчером и ротоватором это эталон. Также мы видим, на крыле у нас установлено управление включения-выключения вала отбора мощности для удобства подключения навесного оборудования. Также у нас управление навеской, вот две клавиши на подъем-опускание и клавиши для более точной настройки при подключении. Здесь вот хотел бы тоже обратить внимание на лестницы при подъеме в кабину. Такие вот вроде мелочи, но здесь у нас есть такой вот кармашек, даже с дырочками, чтобы вода оттуда утекала. То есть здесь можем хранить какие-то необходимые нам вещи при работе. Так, хочу обратить внимание, здесь у нас имеется розетка для подогрева. То есть в комплекте с трактором у нас идет шнур для 220, который мы сюда устанавливаем, подключаем и спокойно прогреваем трактор перед работой, перед рабочей сменой. И вот он, этот пневмовыход, о котором я говорил, для продувки, подкачки колес. То есть, ради бога, подключили пистолет, продули, прокачались и поехали дальше. Так, давайте перемещаться в кабину. Данный трактор имеет коробку переключения передач роботизированную. То есть именно в этой комплектации у нас установлена коробка переключения передач. Так, сейчас я немножко разверну сиденье. Его можно выставлять под угол 45 градусов. Да, хотел бы обратить внимание на сиденье для оператора данной машины. То есть максимально комфортабельная, пневмоподкачка. Идет пневмо, то есть смещение, можно настроить данную функцию, что у нас будет оно ходить вправо-влево, вперед-назад. Сидеть удобно, идет магнитола с Bluetooth, то есть мы спокойно можем общаться с руководителями своими, либо с родственниками через магнитолу в работе. Система кондиционирования, климат-контроля. Также у нас идет, что очень важно, это реверсивный пост управления, то есть несмотря на такой вот подлокотник, где все органы управления трактором перенесены под руку оператора управления. То есть здесь у нас только такие вспомогательные приборы, то есть это розетки евро трехконтактные, обычный прикуриватель, прерыватель массы. Вот здесь несколько розеток 10-амперных и две USB розетки для зарядки гаджетов. То есть мобильный телефон, либо что-то можно спокойно здесь подзарядить. И кнопка экстренного торможения. Все остальные органы управления перенесены на подлокотник. Здесь имеется несколько дисплеев. Сейчас мы их включим и посмотрим, как это выглядит. И немножко подробнее сейчас расскажу про вот этот шикарный подлокотник с полной функцией управления полностью трактором. Итак, очень важным элементом данного трактора является реверсивный пост управления. Сейчас мы покажем, как быстро перевести пост в заднее положение трактора, чтобы можно было работать лицом назад. Для этого нам нужно приподнять наш подлокотник многофункциональный, зажать вот здесь вот одну кнопку, и все в одну секундочку, да, присесть. И я просто сноровки столько не имею еще пока. Выставить второй руль, развернуться и опустить подлокотник. Педальный узел здесь имеется, то есть газ, тормоз, сцепление. Далее у нас идет управление по смещению рулевой колонки. Можем выставить под себя, под те задачи и под те комфортные условия, которые вам необходимы. То есть вот прямо вот от крайнего до крайнего положения, пожалуйста. Так, далее мы опускаем руль, тоже по удобству. Опускаем подлокотник и спокойно начинаем работать.
Также выставляем компьютер. При работе с реверсивным постом у нас тоже также очень удобно, что все органы управления сохраняются вот здесь, то есть и навеской, и управление скоростью и всем прочим. Мы видим все показатели на основном мониторе. Также у нас есть дополнительный монитор и вот такие лоточки, куда мы можем убрать наши вещи. Так, сейчас мы возвращаемся в обычное положение для того, чтобы рассказать про многофункциональный подлокотник, который позволяет нам полностью управлять данным трактором. Здесь возможно положение 45 градусов для удобного выхода из трактора, либо для работы. И также все установили. Готовы к работе передним ходом. Итак, дорогие друзья, у нас есть два информационных табло, информационных дисплея в работе этого трактора. То есть есть с основными параметрами, то есть это неизменяемые, то есть время, температура, насколько заполнен топливный бак, какие обороты двигателя, какая скорость, какая температура. Этим дисплеем мы управляем с помощью вот этого колесика под рулем. То есть вот у нас есть колесико под рулем, мы можем вывести сюда, то есть те настройки и те показания, которые нам необходимы. Также у нас есть дисплей уже с более большим объемом информации. То есть здесь у нас продемонстрированы все пункты, можно редактировать под себя. То есть здесь даже есть несколько программ. Если у вас меняются операторы, то спокойно есть режим оператора одного. То есть мы создаем учетную запись. Добавить новый профиль. То есть мы создаем профиль другого оператора с его настройками, которые ему нужны. Это позволяет трактор быстро использовать как в расчистке, так возможно и в сельхоз каких-то работах, которые на вашем предприятии осуществляются. То есть, да, расчистили земли, далее у нас там какие-то тягово-сцепные работы или еще что-то. Спокойно перенастраиваем и быстро профиль это загружается с нужными настройками. По меню тут очень обширное меню, очень обширное. То есть мы можем также наблюдать трактор вот в таком вот виде по органам управления. То есть нажимаем на двигатель. Здесь у нас будут приборные панели двигателя. То есть и настройки определенной интенсивность торможения. Но здесь мы ничего сейчас выставлять не будем. Но все это двигается, все это современно. То есть можно, наверное, и так, да, этим управлять с колесика. Можно и просто пальцем тыкать. То есть это у нас по мотору, это по коробке. Коробка Vario очень крутейшая штука, так как здесь у нас скорость от 0 км в час. То есть мы можем использовать трактор в абсолютно любых задачах. То есть при работе с ротоватором мы спокойно с рычага выставляем вот с этого либо педалью, чтобы не держать, либо вот ручным газом. То есть выставляем скорость 0,1 км в час и начинаем двигаться. То есть трактор начинает движение. Все это можно настроить очень подробно, очень точно. Далее вот переходим на заднюю часть трактора. Здесь у нас идет управление ВОМом, навеской, также оборудованием, которое у нас будет установлено. То есть через этот дисплей очень большое количество настроек, которые позволяют комфортно работать. Так, сейчас хочу немножечко по органам управления, которые у нас находятся под рукой, пробежаться. То есть с помощью данного джойстика при движении его вперед либо назад у нас трактор едет с фиксированной скоростью. Здесь изменение диапазонов. Трактор очень умный, и если честно сказать, полностью со всеми его возможностями я еще пока не ознакомился. То есть говорю только пока о том, о чем знаю, что пробовал. Да, джойстик у нас в 4 направлениях двигается, то есть вправо, в 2 плоскостях, да, вперед-назад, вправо-влево. Здесь у нас управление ручным газом, то есть все на дисплее отображается. Мы добавляем обороты, либо опускаем их. Все это отображается на дисплее. Также здесь у нас органы управления передним мостом, блокировкой и всем прочим. Эти вот 4 клавиши, они у нас, это управление, да, гидравлическими выходами. Также есть управление навеской. И что немаловажно, вот мне понравилось управление мультимедиа. То есть необычно достаточно так. Мы можем прибавлять громкость, менять треки, включать мигалки, изменять чувствительность рулевого колеса, включать освещение и там полностью выключать. Выключать. И включение вала отбора мощности. То есть все с кнопки, все элементарно, все просто и понятно. По эргономике данный трактор сверхудобен. Это действительно, если садиться после МТЗ, даже 2022, я вчера как раз ездил на таком, здесь садишься просто как в какой-то самолет и космический корабль.
Также предусмотрено место, жестковатое, конечно, но ничего, прокатиться можно и на этом месте с комфортом. И вот, кстати, только сегодня ковырялся, узнал, вот еще даже вот такая штучка есть для ваших каких-то секретных желаний. А может, зарплату, кстати, сюда можно складывать. То есть главное, чтобы не толще просто было. Заплатили, вот сюда положил, потом взял и тихонечко пошел домой. Вот такой вот у нас обзор получился ознакомительный с данным трактором. Ну, на мой взгляд, действительно, это эталон. Просто потрясающий трактор. Мне он очень нравится. Цена 35 миллионов 200 рублей. Это дорого, но я после эксплуатации и вот после того, как пощупал, я понимаю, за что эти деньги как бы производитель просит. Итак, дорогие друзья, еще хотел вас попросить подписаться чтобы мы с вами не терялись, на наши другие социальные сети, такие как Telegram. Есть у нас там канал, мы туда выкладываем информацию по сборкам, по отгрузкам. Также у нас есть Рутуб, ВК-видео, Яндекс.Дзен. То есть на все эти площадки мы размещаем разный материал. Переходите на них и подписывайтесь там на наш канал. Все, всем еще раз крепкого здоровья, большой удачи, до новых встреч на нашем канале. Всем пока-пока.